Друзья, всем привет! В этом видео мы ответим на вопросы, которые волнуют новичков. В основном будет то, что нужно знать перед покупкой моноколеса. Начнем мы с комментария, в котором было много вопросов, и возможности печатать объемные ответы у меня нет, поэтому давайте проговорим это в видео. Значит, вот что пишет зритель. Тоже вот обратил внимание на моноколеса и думаю, что они даже практичнее самокатов. Это к тому, что я говорил, что колеса удобные, маленькие. Я вот сам недавно в автобусе умудрился положить в сумку, в рыночную такую сумку, в клеточку. Залезла прекрасно, но это 14-я. Итак, подскажите, как оно справляется с обычным городским бездорожьем? Песок со щебнем, лужи, трещины в асфальте. Моноколеса бывают разные, бездорожье может быть разное. В одном городе бездорожьем можно назвать немножечко испорченный асфальт, в другом бездорожьем будет полный трэш, на этом колесе будет ехать некомфортно. Например, у меня в городе зачастую попадается такое покрытие асфальта, которые идут буграми, то есть асфальты, которые не менялись, не знаю, может быть, десятилетиями. Вот там вот на этом колесе ехать проблематично. И приходится снижать скорость, чтобы там проехать. Соответственно, чем шире покрышка, чем мощнее колесо, а также при наличии подвески ситуация улучшается. И катать можно уже по любому бездорожью. Лужи мы сейчас разберем в следующем вопросе. Нужно ли мыть и как-то принудительно сушить его после этого, чтобы там ничего не отсырело внутри? Вообще, если у вас есть какое-то помещение специальное для сушки, да, сушилка какая-то, вообще здорово, конечно. Можно всегда ставить туда моноколесо, чтобы оно подсыхало. Но главное, чтобы там не пересыхало. Я не знаю, как на это реагирует резина и другие изделия тянущиеся, да, например, камера. Ее внешняя поверхность, как она будет на слишком сухую обстановку реагировать, да, если у вас там сушилка реально какая-то. Но подсушить колесо оно вообще никогда не повредит на самом-то деле. Гидроизоляцию обязательно делать. Вопрос неоднозначный. Есть у нас два больших критерия, от которых мы отталкиваемся перед покупкой. В каком городе вы живете? Если вы живете в каком-нибудь северном городе, где все очень сыро, например, в Питере, где мокро и осенью, и весной, и зимой. Зимой вообще каша, повсюду из снега, реагентов, плюс соль, все это намешивается. Там вот гидроизоляция нужна. Если вы живете в каком-нибудь городе, где более сухой климат, допустим, Челябинск какой-нибудь, да, какой-нибудь уральский город, где лесостепи, которые я не люблю, там вот может и не понадобиться вообще гидроизоляция. Если вы можете следить за тем, чтобы колесо не намокало, если вы под сильными ливнями не ездите, да, то можно даже гидроизоляцию и не делать. Но помимо намокания внешнего, нужно также следить и за образованием конденсата. Когда вы зимой из дома в холодную погоду вытаскиваете, а также из холодной атмосферы обратно внутрь заносите, тоже нужно следить за образованием конденсата. Хорошо, если у вас есть какой-нибудь тамбур, то есть вы перед выходом поставили моноколесо охладиться в тамбур, потом зимой вынесли его на улицу, и наоборот, перед занесением в дом, чтобы колесо чуть-чуть согрелось в тамбуре. Вот это вот хорошая практика для того, чтобы использовать колесо без гидроизоляции. У меня, кстати, без гидроизоляции. Второй критерий – это какое колесо вы выбираете. Есть колеса, которые уже хорошо защищены от воды. Например, новенький Nosfet Aero имеет защиту IPX6. Это что значит? Такая защита, она уже позволяет эксплуатировать моноколесо без того, чтобы заморачиваться с гидроизоляцией. Она защищает от сильных ливней, она защищает от поездок по относительно глубоким лужам. Не защищает от погружения колеса в воду. Абсолютно ее достаточно для того, чтобы кататься в дождливую, в сырую погоду. Если вы не купаете колесо в речке, не нужно делать гидроизоляцию на таком колесе. Колесо это сейчас актуальное, и вот как раз-таки этот пример должен быть для выбора. Все-таки колесо там внутри крутится, не скапливается ли внутри грязь, не попадает ли на электронику и батарею. Если ничего не повреждено, то не попадает. Если плохо сделано, если не докручено, это уже такие вот
исключительные случаи, да, когда кто-то там из производителей накосячил и внутрь попадает грязь с водой. Внутрь вода может попасть только по причине конденсата. Ну а на батарею, как правило, не попадает. Были раньше такие колеса с плохой конструкцией, они назывались InMotion. Тоненькие колеса от InMotion. Там очень мне не нравится, как был расположен радиатор. Радиатор выведен в ту секцию, где крутится колесо. Соответственно, и грязь туда наматывается, и камни могут бить по радиатору. То есть удар по радиатору – это, соответственно, удар по следующим компонентам, которые он охлаждает. Это вообще, это очень странно. В Kingsong чуть-чуть по-другому сделано, чуть-чуть получше, но все равно я не в восторге от конструкции подобных колес, особенно InMotion. Поэтому пока ничего не повредилось, грязь не должна попадать. Дальше другие вопросы от других зрителей. Что делать, если я спустила колесо? Обычно разбирается. Здесь это очень заморочено, куча винтов. Я уже 4 раза менял камеру. Надо разбирать, надо менять камеру. Можно как-то усиливать. Есть ленты, усиливающие камеру, защищающие от проколов. Но с ними надо быть осторожным, потому что с ними камера может перетираться, у меня уже такое было, может разрезать прям камеру. В общем, с этим надо тоже смотреть, чтобы там не было острых каких-то, чтобы там не было острых краев и так далее. Короче, колесо придется раскручивать и менять камеру. Если колесо какое-то бескамерное, там, соответственно, другой ремонт. Какое защитное снаряжение необходимо? Значит, для взрослых, которые катают на слабеньких колесах, может понадобиться им снаряжение или нет, они должны решать сами. Если же катанию на колесе учится ребенок, то ему нужно такое же снаряжение, как при учебе катания на роликах. То есть это налокотники, вот сюда вот лепятся наколенники, перчаточки какие-нибудь и шлем. Вот такое вот снаряжение нужно для обучения катанию на моноколесе. Как справляться с болью в голенях или дискомфортом при езде? Этому могут помочь мягкие подушки. Вот у меня, видите, стоят подушечки. Они смягчают контакт с корпусом. И у меня голени, я уже давно не помню, что это такое, боль в голени. Колесо низкое, и она как раз-таки, чем ниже, тем острее впивалась мне в ногу. Больше не впивается. Если что-то заболело, вообще надо дать отдых ногам. Обязательно. Сколько времени нужно, чтобы научиться ездить? Я так скажу, чтобы нормально проехать по улицам, нужно где-то неделя. Потому что вот эти вот первые поездки, то, что там чуваки говорят, я там за час встал, я там встал за 2 часа, за 15 минут. Ну, встал, и дальше что? Надо же не стоять, надо ехать, надо нормально поворачивать, маневрировать, препятствия избегать и так далее. Для всего этого понадобится неделя, не меньше, понятно? Вот так вот. Поэтому вот эти вот встал за час, встал за 15 минут, это клоунада. Вот и все. Ну и на этом все, друзья. Вопросики пока закончились. Пишите еще что-нибудь, если вам интересно. Всем удачи, я поехал дальше, всем покедова.